Привет, друзья! Сегодня последний день февраля, и мне самому в это трудно поверить, но я еду открывать спиннинговый сезон в Тюмени. А компанию мне составит Максим Легалов. Всем привет! Дело в том, что я собирался открыть, как и в прошлом году, сезон на маленькой речке, где это сделал и раньше. Но буквально неделю назад социальные сети, рыболовные социальные сети взорвали фотки Максима с хорошими щуками. И у меня, конечно же, как и у любого спиннингиста, при виде таких трофеев потекла слюна. И огромная удача, но буквально спустя несколько дней я встречаю Максима на рыболовной выставке и получаю любезное приглашение составить ему компанию и половить вместе недалеко от Тюмени. Чем мы, собственно, сегодня и займемся. Мороз сейчас не сильный, всего где-то -6. И в принципе нас это совершенно не пугает. Особенно меня, потому что я 3 месяца не ловил на спиннинг. Ребята, поверьте, это очень долго. Я сейчас весь в предвкушении, в ожидании первых забросов. Ну и самое главное, первых поклевок. И они будут. Они будут, я надеюсь. Этот человек умеет вселить надежду. Дорогу. Далеко пойдем, Макс? Километров 5. Всего 5 километров. По такой теплой погоде это ерунда. Да, можно сказать, что весна. Весна, да. Завтра весна. Последний день февраля. Первое место, с которого мы решили начать ловлю, я так понимаю, Макс, это протяженная яма. Да, выход с протяженной ямы на 3 метра. Вот, но одна проблема. Ночью был, видимо, посильнее мороз, плюс снегопад, и идет шуга, которая не дает ловить. Как раз на яме, видимо, течение слабое, и шуга скопилась, и сейчас ее на выход этот вымывает. Поэтому, в общем, условия пока не самые удачные, но мы сейчас попереставляемся. Тут где-то течение чуть сильнее, где-то слабее. И вот нашли какую-то более-менее такую дорожку, где шуги меньше. Сейчас попробуем что-нибудь поймать. В общем, не получилось у нас половить на первой яме на нашем пути. Лед плывет. Большие льдины, когда наплывают сверху, начинает тащить лодку вместе с якорем. Ну и проводка не получается. Постоянно леска бьется о льдины, ничего не понятно. Сейчас поищем более открытые места.
Подсела, да. Конечно, хотелось бы первую рыбу сезона увидеть огромной, но пока какая есть. Да, судачок. Класс. Да я скажу, что судак-то неплохой. Можно сказать, отличный. Ну вот, открыл сезон. Здорово. Я Поздравляю с первой рыбой. Спасибо. Надеюсь, сейчас разгуляется к обеду. И таких мы сегодня увидим много. Ну, по традиции, первые, как и все рыбки, отправляются домой. Солнышко немножко повыше поднялось, и шуга перестала идти, стала получаться нормальная проводка. Вот, в принципе, и результат. Хотя этот судак, я честно признаюсь, не понял, как клюнул, то есть поклевки я не почувствовал. Но надеюсь, что я их сегодня еще почувствую. Тебя с почином. Да, спасибо. Да, Только ну. это не та рыба, за которой вы приехали. Да? Да, не тот размер. Ну вот на самом деле на выходе из довольно обширной ямы мы нашли какой-то более-менее локальный участок, где были поклевки. Они были с подхода. Я бы, наверное, продолжил бы ловлю, потому что было много холостых поклевок, каких-то там подвисов. Но вот Макс уверяет, что надо искать активную рыбу, то есть хорошо работают те места, где вот встал и сразу же пошли поклевки. Как только они закончились, надо смещаться. Ну, наверное, я согласен. Если вообще рыба проявляет такую активность в определенных местах, лучше искать такие места, а не вымучивать ее после того, как поклевки стихают. Так что поехали. Поверь моему опыту. Так здорово. Вот она как бы поклевочка. Первая нормальная поклевочка. Ну покажи нам себя, щурогаечка. Ну вот, Максим, я тебя догнал. Смотри, он опять уходит в отрыв. Только я порадовался, что счет сравнялся. Макс с этим не согласен. Работает сегодня резиночка. Ну вот, собственно, как Максим и сказал, то есть надо просто найти там, где будет поклевки с первых же забросов. Да, это серьезный отрыв.
пиявочками. Если честно, у меня было желание остаться на первой точке, где мы нашли какую-то рыбешку. Но Максим вот настоял, что нужно перемещаться до момента, когда поклевки будут с каждого заброса. И вот, наконец, мы в таком месте. Немножко поработали якорем, мотором, удочками, но это того стоило. Ладно, не будем ее мучить. Выпустим скорее. Да, такая длинная, но худая. Ну, ты уходишь в отрыв, дружище. Чего наверстаешь? Наверстаю. Ну вот, кстати, важным показателем наличия хищника является присутствие бели на точке. То есть мы находим какой-то рельеф по очертаниям береговой линии, по направлению течения, встаем туда, и вот сейчас я на предыдущем забросе выбил чешую, видимо, с подлещика. При этом я ощущал его наличие касанием лески, а Макс следующим забросом поймал оттуда щучку. То есть ориентация по белой рыбе — это важный показатель. И хотя мы сегодня не пользуемся эхолотом, но визуальные признаки на реке и чувствительность современной снасти позволяют, в принципе, понимать, что там происходит, и правильно интерпретировать. Ну а щука Максима это доказывает. По-моему, это белая рыба. Нет, у меня щучка. Ну, вот такой дуплетик. Ну вот, собственно, система, которую мы подметили, она работает. То есть мы с утра заметили, что работают выходы из ямы, и обратили внимание на то, что работают именно те выходы, где присутствует, ну, по всей видимости, мелкий подлещик. Максим даже одного дотащил до лодки, ну и по чешуе это было видно. И мы стали облавливать только такие места, то есть если чувствуем, что бели нету, то не задерживаемся, буквально пару забросов. И вот такая тактика работает. И надо сказать, ну, по моим меркам вообще супер. То есть дуплеты, куча поклевок. Супер они, открытие сезона. Спасибо тебе, Максим, за приглашение. Я уже рад. Приезжай еще. Обязательно. Давай, отпустим этих красавиц. Это мы только начинаем разминаться, я думаю. Самое интересное. Я уже боюсь. Это еще так, середнячок, скажем. Фонтан. Поклевка.
Семейство судаковых. Вот такие судачки клюют на нору. Красавец. Поклевочка. Жесткая поклевка. Судя по всему, не очень крупная. По-моему, судак. Ой, это хорошая щука. Щука наших вод тюменских. Сейчас, думаю, в очередь моего напарника уже ловить. Я думаю, хватит ему уже филонить. Правда, пока трофеем не пахнет, но тоже. Бывают и такие поклевки, хотя, в принципе, я ее ощутил как весьма уверенную, но засеклась снизу. И сопротивляется бодро. Она уже чувствует весну. Конфетка. Ну, видишь, кислота работает, Макс. Отличная рыба. Красота. Блин. На мой взгляд, довольно часто цвет приманки не имеет решающего значения, но вот точно не сегодня. У Максима поначалу было гораздо больше поклевок. Я никак не связывал это с цветом, но поставив так же, как и он, кислотный, в данном случае это нарвал Troublemaker 12-сантиметровый, поклевки на тех же местах начались практически с каждого заброса. То есть вот в такой ситуации сомневаться в том, что цвет решает, не приходится. Ударила. Ребята, супер поклевка, прямо у лодки. Меня аж до мозга кости пробрало. Такой ударчик. А вон и Максим тащит. Здорово. Периодически попадаются приличные окуни.
Уже вечереет, солнышко садится. Да и в принципе рука бойца колоть устала. Наловились. Я считаю, рыбалка была продуктивной. Вот по твоим ощущениям, Макс, в этих краях результат сегодня какой? Хороший, отличный, удовлетворительный? Средний результат. Завтра будем улучшать. Завтра, надеюсь, поймаем за то, чем вы приехали к нам. Да, мы приехали за крупной щукой. И в принципе, вот что важно, мы вовремя сориентировались. Стало понятно то, что щука стоит на выходах из ям, глубина в которых здесь достигает до 14 метров, но в среднем где-то 10-12. А сосредоточен хищник был так же, как и белая рыба, рядом с которой он находился, на глубине 6-7 метров. Вот завтра будем конкретно уже бить только по этим глубинам, по выходам из ям, по диагональным бровкам. Ощущение то, что крупная щука здесь есть, но нам удалось сегодня поймать только, скажем так, хорошую, среднюю по местным меркам щуку. И я думаю, что завтра есть смысл поэкспериментировать с конфигурацией приманок, с углом подачи, возможно, еще с цветом, хотя вроде как кислота лучше всего работала, но вдруг завтра что-то поменяется. В общем, завтра еще день рыбалки, и уверен, что это будет интересно, но, по крайней мере, мы сделаем все, чтобы добиться цели поймать крупную щуку. Так что, друзья, не пропустите следующий выпуск, уверен, будет интересно. До новых встреч и всем удачных рыбалок. Пока.